Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, 7 июля, 7 часов вечера, и я ищу место на реке Восточная Березина для того, чтобы порыбачить с ночевкой. Посмотрим, что у меня получится с рыбалкой на этот раз. Вот она уже, ребят, виднеется. Здесь довольно широкое место. Кувшинки вон какие-то, я смотрю, что она обмелела. Машинка, видите, стоит. Наверное, на этой машинке кто-то приехал с лодочкой порыбачить. Окружают ее поля, окружают очень много населенных пунктов, санатории, леса, много обрывов. Мы едем на один из интересных участков, находящихся недалеко от столицы. Смотрите, ребята, у людей здесь целый дом стоит на берегу, прикиньте. Смотрите. Кнопочка. Вот это поворот. Прикол. Генератор. Прекрасное место для нас. Потому что прошлая рыбалка на Березине на пляже привела к большому конфликту. О, Господи. Не хочу даже о нем вспоминать, об этих чудесных людях. Мест хватает свободных, но мы ищем то, которое нам будет нравиться больше всего. Мы ищем вход в ямку, потому что в прошлый раз рыбачили на прогоне реки Березина, и нас интересует немножко другой рельеф. Смотрите, сколько всего. Бац, и отсюда мишка выбежал, прикиньте. У нас же тут по Беларуси уже медведи бегают. Не хватало еще, не хватало. Я вот в места, куда на лиму езжу ловить. Вот стопудово когда-нибудь. Надо быть готова всегда, я не знаю. Очередная полянка, ребятки. Какой красивый дубок, смотрите. Красивый дуб. Не знаю, хорошая дорога к ней. Сейчас посмотрим, интересно, дальше. Туда что-нибудь есть или нет. Здесь вот интересное местечко, где можно... Ого! Прямо напротив старика, ребята. Очень красиво. Ага, и вот здесь вот можно поставить палатку, здесь можно полить костер. А здесь вот можно ловить на фидер. Все, ребят, уже дальше никого. Ни единой душеньки души. Поэтому я думаю, что мы здесь можем поставить свою машину и, в принципе, остановиться. Опа! Прикольное местечко. Так вот оно выглядит со стороны, и, как всегда, мы поближе к дубочку. Первым делом, ребят, сейчас проехолотим место, посмотрим вообще, есть ли здесь что-то выгодное для рыбалки. Прежде чем обосновываться, ставить лагерь и так далее и тому подобное. Вдруг не случилось интересного. Рыбы мы, скорее всего, точно не увидим, потому что собака, как всегда, купается. Но посмотреть рельеф на его изменения и что лежит. Ехали через поле, привезли с собой на эту поляну столько оводов, пока они улетели. Пришлось, конечно, побороться с ними, так сказать. Значит, сейчас буду делать корм. Я думаю, что вполне себе успеваю для того, чтобы закинуться. Вот. Корм будет у меня смешан между собой лещ спорт сладкий и лещ спорт черный. Хорошо, что мы на несколько дней, ребятки. Собака сейчас выкупается, встанет, и потом его будет не докупалок. Но пока он, конечно, будет тут буйствовать. Можно сюда вот это печиво досыпать, то, что у меня оставалось. Это лещ, специи, абсолют. Очень вкусный запах, очень интересный, как видите, цвет.
Интересно, как это, конечно, работает в воде, но я думаю, что должно сказываться положительно. Без сбора мусора не обойдешься, особенно без сбора всяких бычков вонючих от сигарет. Неужели нельзя все в баночку какую-нибудь сбрасывать? Я не понимаю. Видали? Черт пробежал. Мохнатый. Сейчас вот даже не буду загоняться. Поводок 0,14, довольно-таки большой крючок гамакасу, но очень острый. Длина где-то сантиметров 70. Ставлю червя. В какой-то разе я решила ловить на реке с двумя фидерами с одной дистанции, поэтому я сейчас отклипсовываюсь. У меня разные катушки, и я не могу отмериться при помощи подсчета оборотов. Дело близится к закату, ребят. 2 фидера даже успела забросить. Один стоит на опарыша с мотылем, второй стоит на мотыля. Собака уже наплескалась, хочет есть. Да, Рамс, ты хочешь кушать? Уже приезжали. Оказалось, мои подписчики хотели рядышком стать, но у них маленькая собака. И, честно говоря, я беспокоюсь за то, что может что-то случиться. Ликбез, рум-тур по поляне. Сегодня, значит, палаточка стоит. В палаточке, естественно, уже стоит печечка, раскладушечки. Будет тепленько, уютненько и добренько. И здесь стоит моя любимая походная кухонька. Обвеса эти мешочки не вешала. Очень удобно будет зато готовить. Можно будет здесь что-нибудь поставить или здесь что-нибудь поставить. Ну и здесь пока местечко для рыбалки. Посмотрим, будет что, не будет, непонятно пока. Ну, как будто на правую уделку что-то поклевывает. Ничего особенного сегодня делать не буду. У меня есть все готовое с дома с собой. Готовить уже вкусный такой ужин на огне, на углях будем завтра. Вот. На фидера не добавляю никакой животины, кормлюсь кормом и забрасываю туда не нарезанную кукурузу. Сейчас надела на один кукурузу с красным опарышем, на второй кукурузу с белым опарышем. Мотыля объедает, красного опарыша обсасывает, очень похоже на уклейку. Как будто поклевочка намечается. Длинные поводочки стоят. Вот. Подальше их забросила друг от друга, а то забросила, наверное, на расстоянии где-то метров 5-6, и один снесло на другой. Пипец. Прямо одним в другой попало. Итак, плохая примета не оправдалась. Рыба на первом забросе не была поймана. И сейчас на кукурузу с красным опарышем я поймала вот такую вот густерку. Кормушечка с кормом. И это у меня здесь, сейчас покажу вам, на что я ловлю. Это у меня 3 опарыша. Угу. Вау. Это у нас уже хорошая густера на 3 красных опарышей. Прикольно. Надо начинать собирать. Будем ее есть. Ребята, еще одна вот такая вот густерочка. Ну, не крупненькая. Такую я, наверное, буду отпускать на красного опарыша. Клюет одна за одной. Ничего, кроме кукурузы, в корм не добавляю. Клюет на червяку, клюет на опарыша, клюет на кукурузу. Один небольшой подлещик и в основном густера. Но густера крупнее.
ребятки, все свои наживки, все свои продукты я храню в термосумках. Вот это мои старые сумочки Митек. Здесь у меня наживочка. Видите, я куда-нибудь сюда поставлю. А вот здесь у меня новые мои термосумки След. Опа! У меня их целых две. Они очень удобные. Если вам такие интересны, ссылочку обязательно оставлю в описании. Здесь хранится вся моя... Здесь вот то, что может испортиться, хранится. Мяско. На вечер у меня. И ничего такого сложного, ребят. На вечер у меня вкусная мясушка, которая была приготовлена еще дома. Я знала, что я поздно приеду, поэтому вот такие вот вкусные отбивные на ребрышке. Вот вам и ужин-то готов. Оп. Вкусное мяско. О, красота. Очень вкусное мяско. Вот такая вот получается красота. Такая красота. Очень вкусно. Супер. О, гляньте. На червя ночью приплыла гусера. На червя, понимаете? Сейчас попробуем вообще кукурузу поставить. Посмотрим, что может взять на кукурузу. Вот такую вот густеру, ребят, можно на живца на сама поставить. О, ребят, тут побольше. Смотрим, что тут. Опа. Опа. Некая рыба. Сейчас глянем. Даже не могу понять, что это такое. Опача. Сейчас посмотрим. Кто это у нас тут такой интересный? О, нифига, ребят, смотрите, какой голавль. Ёпсель-матрёпсель. Ничего себе. Смотрите. Вот это мальчик, я понимаю, приплыл. Ничего себе. Посмотрите, какой красавчик. Или это не голавль, а изюм. Пойду отнесу его в ломку, ребятки. Ну а что? Надо же посмотреть, быть деловой, как все. Собирать. А то я никогда не собираю. Сейчас буду собирать. Клубничка, ребята. Ай. О, ребятки, еще один такой вот малыш. Малышок, ну малышок, ну. Черненький лавлик. Такой. На кукурузку. Покрасивее кукурузку. 2 штуки налазить на такой крючок. Да? И давайте. Вот такая вторая красивая.
Доброе прекрасное утро, друзья. Мы проснулись, певцы, танцоры и не ложились спать. Но я надеюсь, скоро у них и не хватит сил. И естественный отбор победит. И мы наконец-то окажемся в тишине. Небольшой утренний костер для того, чтобы согреться, пока идет туман. Поднимается здесь очень высокая влажность, ребят, в том месте, где я нахожусь. Да, рыбка. Что такое неплохое? Первый подлещик за сегодня. Такой вот красавчик. Первый подлещик. На одного белого опарыша и пучок мотыля. О, красавец какой. Первая поклевочка была на опарыша с мотылем, произошла на большого белого опарыша с пучком мотыля. И сейчас обязательно нужно позавтракать, потому что голодный рыбак — это не рыбак. Думаю, опять подлещик хороший. А может и нет, очень быстро идет. Очень быстро идет. Нет, подлещик. Красавчик. Очередной красавчик. Вот такой. Мечом из рота наживочку. Забластил по самому помидору. Голодный? На завтрак у меня будут вот такие вот котлеты овощные. Я не знаю, получится у меня их сейчас сделать или нет. Я ни разу не пробовала. Решила взять в магазине, просто увидела, решила попробовать. Это прикольно, смотрите. О, прикольно. Овощные котлетки. Мама, кушать можно. Ну вот, ребят, 6 часов, почти 7 часов утра, и только сейчас успокоились эти звезды этого берегового масштаба. Вот.
А еще понравилось, как лодочник пролетел на моторке и остановился после всех удилищ, которые проехал там вверху. То есть он проехал всех фидеристов, поплавочников и остановился только после них и спокойненько поплыл. Я бы на его месте тоже забросила бы спиннинг и так бы и полетела бы. А вот бы только потяжелее сразу можно было бы какую-нибудь приманку поставить грамм на 50-60. Я уверена, что что-нибудь бы поймалось обязательно бы за голову или за хвост. 100%. Сом какой-нибудь большой. Или щука. Берем водички, чтобы еще сварить кашки в прикормочку. Опа. Ну, столько будет достаточно. Ну, вот сейчас пока вот такая рыба клюет. Ставишь опарыша. С утра на опарыша был подлещик, теперь на опарыша клюет вот эта гадость. Это, ребята, ваша Юлька собралась рыбачить с фишкой касса своего. Уже собрала его. Взяла, сделала себе 5 кормовых шариков. Сзади вот так вот специально в каяке есть специальные как подставки под удилище. Один якорь. И, ребятки, чтобы нормально зашвартоваться, поняла, что не хватает мне второго, поэтому буду швартоваться еще и вторым якорем обязательно. Красавчик, да? Оп, и все в гермомешке. Батарейка нет, и я ложу под свое сиденье, беру свой фишкаяк и спускаю его на воду. Я хоть далеко, скорее всего, в кувшинках и не уплыву, но зашвартоваться все-таки хочу. И с одной, и со второй стороны. Что такое же второй? Якорек. Раз, два, три, 4. Закручиваю его. И сюда. Следующее, что мне нужно сделать, это, естественно, отмерить глубину. Глубины в такой в кувшинках, как под берегом, не будет. Здесь глубина, наверное, будет сантиметров каких 50. Также я с собой собрала вот тут немножко наживки. Давайте первое, что попробуем здесь поставить. Стандартный абсолютно набор. Это давайте беленького опарыша и давайте почетно тогда поставим у меня есть вот такие вот кормовые шары, которые я взяла с собой. Из наживки у меня также кукуруза с перловкой. Можно, кстати, немножко ее сюда вот так посыпать. Все. И вот сюда. Так вот я разместилась прям в кувшинках. Мне нравится, слушайте, но есть какое-то разнообразие. Я думаю, что рыба сейчас ушла куда-то в траву, она где-то прячется. Сейчас достаточно жарко. Вот, вода теплая, поэтому она 100% не на солнце, она, скорее всего, где-то в траве, где-то в каких-то укромных местах, где-то под корягами. Здесь у меня трава, здесь очень много, как видите, кувшинок. Там на выходе также трава.
из этого мини, так сказать, старика, мини этой затоки. Ну все, ждем. Подошла, наверное, какая-то уже вот селявочка. Что-то подергивает минимально. Шатает, болтает поплавочек. Ну-ну-ну, ну-ну-ну. О, хороший такой поклевочка был, такой дырк. Ну, еще. Давай. Оп, опачки. Ой, красиво. Красиво, ребятки. Вот и первая красноперка. На. 2 опарышей. Белого с красным. Так поставила сразу все. Красотка. Ой, сейчас была красиво подсечка очень. Прям поплавок почти. Опа, сюда. Почти весь под воду ушел. Что это у нас уже здесь? И это у нас уже какая-то мелкая плотвичка. Совсем малютка. Вот такой вот этот живчик, ребят, вообще на окуня годится. Хорошо, когда опарыш. Можно каждый раз не перенаживляться, а одного и того же несколько раз использовать. Пока нормально не поедает. Оп. Ну, видите, кто-то ж подошел сюда наконец-то, ребятки. Накормил. Оп, опять. Оп. Хорошо. Клево. Где я еще столько поклевок увижу на поплавочка, когда? Думаю, можно еще чуть-чуть докормить. И еще чуть-чуть подбросить кукурузы с перловочкой. Так, оп, красота. Добрый. Хорошего тебе дня. Ага. Он мне факт показал, прикинь. Ну вот. После отличного знака в мою сторону, видите, у меня даже рыба клюет. Что бы я делала без таких пожеланий от светского общества?
Видал? Краснопера. Красноперище, понял? О. Подготавливаются угли для того, чтобы поджарить вкусные ребрышки с овощами. А я приняла решение, ребят, закинуть пару закидух на мидии, проверить, есть ли здесь вообще хоть какой-то сом. У меня же есть с собой Горынычи. Навязала, получается, с вот такой вот лески, с вот такими вот крючками. Чуть позже закинемся, сейчас все подготовлю просто. Ребятки, у меня наконец-таки очередная рыба. Сейчас поднимем. Опа, красоту сюда. Жух. Ого, какая хорошая плотва, гляньте. А, красотка. Вторую дозу корма. 2 пачки корма бело-светлый. Точно такой же корм я мешаю на воде из раки. И добавляю в нее сиропку. Сиропка у меня вот такая. Волшебная вышибулька. Зеленого цвета, внутри там засахарилась. Погода сейчас прекрасная, правда, довольно-таки сильный ветер, сильное пекущее солнце, днем ничего не клюет, но я, естественно, продолжаю раскармливать точку. Думаю, что для первого увлажнения достаточно. Определяю это на глаз, вот сейчас посмотрю, даже потрогаю. Ой, приятный на ощупь корм получился, супер. И вот, наконец-то, ближе к 9 часам вечера, смотрите, на точку подошла ко мне рыба. Давайте поставим 4 опарыша. Когда уже осы, ребят, пойдут спать, вы мне скажете? Короче, день, ребят, сегодня получился веселый, насыщенный. Не на поклевки, на приключения. Ой. Так. Оп, ребятки, еще бустера. Короче, видите, к вечеру бустера становятся на точку. Вот одну доночку ставлю, ребят, на живчика. Ну, вот так поместится все. Больше не поместится. Ребятки, вкуснотища.
просто. Густерка, просто хорошенькая густерка. О, такую густерку можно собирать у садочек. Вот такая густера. 3 закидушки тут в ямку, которую возле меня решила поставить на сама. Одну поставила на перловицу, вторую поставила на живца, у меня густерка. И третью поставлю вот сейчас на червячка. Беремся. О. Это уже навозника насажала, так насажала. Монтажи сделала саму, мне получается на конце завязан груз. Выше монтажа, где-то на расстоянии 50 сантиметров. Привязала, сделала отводик такой под поводок. И по петля посадила вот такой поводок. Надела уже червячка, он клюет налево. Опа, ребятки, жух. Снова рыбка. Вот как только солнышко пропало, все. Сразу же хоть какие-то поклевки начались. А так вообще голяк целый день. Одна селедка клевала. А тут хоть какая густера, вон подошла. Ну-ка. Опа. О, вот это плотвичка. Вот это размерчик. Вот это батончик, я понимаю. О, огонь, видите? На бутерброд. Кукуруза. Мотыль. Все, ребятки, иду в норку. Тут плавала как раз какая-то крыска. Что прогрызет нам садок. Плыла прямо к моему садочку. Пока меня не увидела. 2, 3 закидушки на сама. А вдруг? Под берегом такая ямка. 3 метра. Обратка интересная. Большая довольно-таки. О, красота какая, посмотрите. Опа. О, хорошая густера. Хорошая густера. Отличнейшая густера. Сегодня вечером очень тихо, спокойно, как будто бы не было никаких конфликтных ситуаций. Не знаю, почему нельзя жить дружно и нельзя уважать друг друга. Я этого просто не понимаю. Отказываюсь понимать. Смотрите, какая красота. Ребят. Ой, благодать. Постоянно что-то выплескивается, закат уже произошел, но все равно остается светло, потому что это что? Потому что это лето, ребятки. Потому что лето всегда светлее. Сейчас посмотрим, надо ли мне подсак. Не, подсаки мне не надо, тут... О, краснопера. Ребята, красноперка, прикиньте. Я вот сегодня сидела в кувшинках, ловила красноперку там в кувшинках. Но она клевала, ребят, на опарыша белого с красным. А тут клюнула на 2 кукурузы. Ребятки, у меня тут на мидию дергает. Не свети. Меня тут дергает на мидию. Пробила глазного червячка. Сейчас мы к нему досадим вот такую вот вкусняшку. Получается такая вкуснотища, но сама. Здесь, ребятки, тоже дергала. Опа. Посмотрим. Ну, все объедено, ребят, видите? Объела мне всю мидию. Конечно, ребят, если бы не песок на полу, было бы совсем уютненько. Но
Вот как есть, как есть. Это я пришла за курткой. Очень высокая влажность. Здесь на улице я вчера замерзла. Ну не то, что замерзла, просто отсырела сильно, поэтому сегодня не хочу. Так, ребятушки. Ой, вот какая-то рыбка. Сейчас посмотрим, что у нас идет. На 2 кукурузы с... Опа! Зачет, ребята. Густера, зачет, да, вообще огонь. Огонь густера, ребятки. Какая красота. О! На 2. Сейчас включу вам нормальный свет. Красота. Топчик. И снова, ребят. Там было какое-то обдиралово. Видно, совсем меленький. О, ребятки. О, неплохо, неплохо. Видите? Обдирает. Ребятки. Есть, ребятки, есть что-то. Хорошенькое что-то, ребятки. Есть что-то хорошее. О, ребятки, это сом. Это сомик. Это сомик, ребятки. Ребятки, это сомик. Опа. Опа. Ну вот и сомик на березине пойман, ребят. Слушайте. Ох, какая красавица. Вот такой вот красавчик, ребята. На навозного червя с мидией. Вот такой красавчик. Вообще просто. Вот такого малыша идем отпускать. Давай, другая. Опа. Давай, плыви. Так, у меня перловец, ребят, хватает. Я еще насобирала, нарезала. Короче, такая красота. Единственное, что я вот какие-то такие, знаете, как кишки некрасивые, все это вынимаю и оставляю только вкусненькое вот такое мяско. Это размерчик, так сказать, как раз для реки Березина. Вот это плотвичка, я понимаю. О. Это вот, я думаю, такие плотвички плавают там в кувшинках, ребята. Обалдеть. Обалденчик. Доброе утро, дамы и господа. Второй день, второе утро. Что я могу сказать? На утро, когда я достала все свои закидухи, потому что мы пошли спать, все было объедено. Вот что надо было здесь ловить, вы поняли? Надо было ловить сама. А я что ловила? Я вот как всегда. Пойдем к соседу, спросим, как у него дела. Вместе с песом. Здрасте. Здравствуйте. Ну как у вас? Мелочь. Густера?
А что-нибудь было хорошее? Нет. Это вы на каяке выплываете или нет? Нет. Нет, не вы? Ясненько. А вы ловите из-под того берега или из-под этого? Ближе к этой бровке. Ближе к... Недалеко кидают. Ага. Там смысла. Рыба та же, а мусора больше. Ну вот я решила, как это называется. А я решила в этот раз подальше ловить. Я искупался, как бы померил. Ага. Буквально метров 5-6 начинается уже русло. Да. А ночью что-нибудь было или нет? Ставил на сама, ни одной поклевки. А что ставили? А я не думала, что здесь сом. А вот на вторую ночь поставила 3 закидушки на сама, да, выловила этих перловиц. И они вот такие вот маленькие. Ну, здесь целая куча их. Но они все время обдирают и обдирают. Я достала одного, вот, а потом мы ушли спать. О, ребят, вот это самовье место, я понимаю. Вот это самовье обрыв. Рамс, ты видишь, какое самое место? Доброе? Как у вас? Ну, клюет? Мелочь это такая. Подлещик или густера? Чередуется. Даже так, да? Угу. А на что? Пару белый таз. Ага, понятненько. Это вы на каяке, да, плаваете? А вы на спиннинг ловите на противоположном или на что-то? Да? И что-нибудь клювало? В этот раз нет, а здесь... Красноперка? Нет, здесь в основном мы окунь ловили. А на микрокалибло вы никогда не пробовали с вертушками микро? У меня на вертушку только идет окунь. У сына на резинку идет тоже окунь. Очень хорошо шел. Угу. Но в этот раз вообще ничего. Не знаю почему. Но мы просто удовольствие получили. Ну, понятно. Понятно. Супер, смотрите, как рыбу поймала. А? Щупакабру, а? Ходили, обходили весь берег. Вот рюкзачок. Решила перед отъездом побросать спиннинг под берегом. Поставила вертушку. До этого бросала разные приманки, но вот такая вот вертушка интересная оказалась победной. С первого же заброса мне попался рыба. Что это у нас за вертушка? А вертушка у нас называется РС. РС троечка. Самая крупная рыба, которую удалось поймать, были 2 неплохих подлещика. Была вот такая вот красноперка, это или плотва, были даже голавлики. Были какие-то намеки на то, что будет клевать, но так и не расклевалось. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что большой прессинг. Возможно, связано с переменной погоды, но нам все равно это был отличный отдых. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!